Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Александр, в Сирии новое руководство. По старой традиции, это человек, которого США называли террористом и обещали награду за его голову. Теперь это борец за свободу и демократию. Александр, каждый раз, когда мы говорим про ближневосточную страну, все думают, что если это Ближний Восток, то наверняка там много газа и нефти. Ну, даже разговоры с 2017 года велись о некой газовой трубе в Европу. Что в принципе-то происходит с нефтегазом Сирии и так ли уж он интересен? Я помню, еще году в 14-15 шли разговоры о том, что это все из-за сирийской нефти. Действительно, у нас, когда говорят ближневосточная страна, если выносится за скобки Израиль, то значит это очень богатая нефтью страна, очень богатая газом. Ой, там всего так много, что просто завались. Ну, Сирия довольно скромный игрок на нефтяном рынке. И в прежние годы она была довольно скромным игроком, и тем более это скромный игрок сегодня. При этом разговоры, которые велись еще в середине десятых годов, касались каких-то незаконных поставок нефти через границу с Турцией. Притом буквально какие-то люди на вьючных животных перевозили какие-то вот баклажки с этой самой нефтью, непонятно где добытой, ну понятно где, но, знаете, в кавычках, непонятно где добытой, перетаскивали и как-то эту нефть вот там использовали. Либо куда-то поставляли, либо перерабатывали и, соответственно, использовали неким образом продукты переработки этой самой нефти. Вот. Ну и шли разговоры. Ну так понятно. Нефть. Нефть, вот видите, тащут нефть. Значит, все из-за нее. Более того, наиболее радикальное мнение, которое я встречал вокруг вот этой всей истории, заключалось в следующем, что именно наплыв незаконно добытой сирийской нефти вызвал кризис 14-16 годов. Это было очень странно, я сейчас это напоминаю, потому что к настоящему моменту такие яркие события прошлого уже несколько забылись. Однако, вот такое яркое мнение помогает понять, насколько неадекватно зачастую смотрят на ту или иную страну, если люди, которым, видимо, лениво открыть статистику довоенную. Сирия, добывала, скажем, году в 2010 до 400 тысяч баррелей в сутки. 400 тысяч баррелей в сутки, повторяю я. Что такое 400 тысяч баррелей в сутки? Для такой небольшой страны, как Сирия, это, конечно, значительный объем. Есть, правда, рядом страны даже поменьше, точнее как, в том же регионе, есть страны поменьше территорией, но добывающие больше нефти. Например, Объединенные Арабские Эмираты, для понимания масштабов, добывают порядка 4 миллионов баррелей в сутки. Объемы запасов нефти в Сирии примерно 2,5 миллиарда, соответственно, они примерно в 30-35 раз меньше, чем в ОАЭ, и раз так в 100 меньше, чем в Саудовской Аравии. 100 с небольшим. Так, знаете, с небольшим. 100, 130 с небольшим. Понятно, да? Меньше, чем в Саудовской Аравии. То есть, с точки зрения запасов, это не очень интересная страна. Кстати, газа там добывалось, где-то 5-6 миллиардов кубических метров. Опять же, прямо перед началом гражданской войны. В 2010 году. 5-6 миллиардов кубических метров – это тоже, мягко скажем, не самый поражающий воображение объем. Прям настолько не поражающий воображение объем, что это даже статистической погрешностью в мировом производстве назвать неудобно. Для понимания масштабов Катар, все желающие могут сейчас посмотреть на карту, карта нам, кстати, сейчас еще понадобится. Так вот, посмотреть на карте, найти Сирию, найти Катар. Так вот, Катар поставляет на внешние рынки более 110 миллиардов кубических метров. Точнее, сильно больше 110 миллиардов кубических метров, а конкретно в 2011 году объем производства только сжиженного природного газа в Катаре составлял 106 миллиардов кубических метров. В 2011 году это год, когда начались события в Сирии. Кстати, тем, кто забыл, я напомню, что в 2011, а точнее в 2010 и 2011 годах события происходили не только в Сирии, но и в Тунисе, Египте, Йемене, понятно, вот Сирия, Российская Федерация и еще ряд стран.
Притом вышеперечисленные, то есть Сирия, Йемен, Египет, Тунис, это, простите, конечно же, и Ливия – это страны, где события переросли от народного возмущения к чему-то большему. Либо просто сменился режим, либо началась гражданская война. Вот Йемен, Сирия и Ливия – это страны, где в 10-11 годах, хопа, и началась гражданская война. Вот. Это надо нам с вами помнить, когда мы выделяем какую-то одну из этих стран и говорим, вот там причина, и придумываем причину. Итак, причина, которая у нас озвучивалась, которая озвучивалась касательно конфликта в Сирии, звучит следующим образом. Вот давайте сейчас поставьте на паузу и напишите, какую причину конфликта в Сирии вы слышали. Вот самую главную. Хотя, по-моему, Максим даже вначале про нее сказал. Ладно, не ставьте на паузу, сейчас напомню. Все из-за трубы, которую Катар хотел построить в Европу, но сирийское руководство не позволило это сделать, потому что оно помогало Российской Федерации. Автор этой светлой мысли – бывший министр иностранных дел Франции. То есть это не заявление официальных лиц в Российской Федерации первоначально. Это не заявление сирийской стороны. Это не заявление, там, не знаю, руководства «Газпрома», в конце концов. Это заявление бывшего министра иностранных дел Франции. Для понимания контекста, вот чье мнение часть нашей широкой аудитории транслирует вовне. То есть, давайте так еще раз. Египет, Тунис, Ливия, Йемен – это какие-то свои причины. Попытка переворота в России в 2011 году – это свои причины. Выступление еще в ряде стран Ближнего Востока – это какие-то свои причины. Но конкретно в Сирии ровно тогда же все началось в 2011 году из-за того, что Катар хотел проложить газопровод. А когда он хотел проложить газопровод? В начале нулевых. В начале нулевых Катар выдвигал идею строительства газопровода в Европейский Союз. То есть Катар выжидал, видимо, 10 лет, а потом как вдарил. Давайте представим, что это правда. Вот Катар действительно инициировал эти события в Сирии. И как? Где газопровод? Ну, можно, конечно, сказать, но все понятно. У них не получилось, потому что сирийское руководство тогда стало сопротивляться. Тут еще Россия помогла, и все, газопровода не произошло. Кстати, что самое интересное, министр иностранных дел Франции это заявление делал, когда Россия стала помогать Сирии в сирийскому руководству в рамках данного конфликта. То есть, как бы вот эта мысль, которая вбрасывалась в широкой аудитории, которая у нас почему-то была подхвачена и транслируется до сих пор, она в том контексте, в котором она произносилась, следующим образом звучала. Знаете, почему русские помогают Асаду? Так вот поэтому, потому что труба, потому что нам в нашей европейщине не дали трубу вот из Катара получить. Все в этом дело, это русские просто из-за газа все. Русские все делают из-за газа. Это если вдруг кто не понимает, чье мнение вы транслируете, и в каком контексте это мнение было высказано. Возвращаемся. Так вот, представим, да, Катар действительно инициировал события в Сирии, значит, вооруженный конфликт, стороны, люди убивают друг друга, территория становится слабоуправляемой, то под власть одних переходит, то под власть других. Очень удобно строить газопроводы, правда, в этих условиях, да? Очень удобно, вам много про это могут рассказать господа из Туркменистана, которые много-много лет рассказывают о том, как они начинают строить ТАПИ. Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия. Знаете, через Афганистан до недавнего времени было очень удобно строить газопровод, настолько удобно, что лет 5 подряд заявлялось, мы начинаем строить, мы начинаем КВН, в смысле ТАПИ. Вот мы начинаем, но почему-то не заканчиваем и даже не продолжаем. Видимо, потому что в Афганистане как-то неспокойно. Говорят, сейчас спокойно, и вот начали строить. Ну, посмотрим, насколько там спокойно, насколько они начали строить, насколько они будут продолжать строить. И вот Сирия.
Значит, Сирия, там опять же какие-то движения войск в одну сторону, в другую сторону. Удобно строить, правда? Но еще раз, да, я понимаю, можно возразить, что просто у катарцев не получилось, именно поэтому первоначальный план их провалился, и конфликт перешел в такую вот затяжную стадию. Давайте еще раз на карту посмотрим. Ну, если не сложно, вот карту. Возможно, я заблуждаюсь. Возможно, у меня какая-то другая карта политическая, образца 2011 года. Но трубу через Турцию в Европу, кроме как через Сирию из Катара, проложить вообще никак нельзя было. Вот на карту давайте посмотрим, вот сейчас внимательно смотрим на карту. Вообще никак нельзя. Других возможностей совсем-совсем нету. Правда? Внимание, вопрос. Сколько труб предлагал строить Катар в Европу в начале нулевых? Правильный ответ – 2. Точнее, было 2 варианта строительства газопровода. Один через Сирию и Турцию, а второй через Ирак и Турцию. Посмотрим, пожалуйста, еще раз на карту и зададимся вопросом. А при чем тут Сирия? Ни при чем. Кстати, да, дорогие друзья, подкину вам еще дровишек. После начала конфликта Сирия с Ираном заключали даже соглашение, согласно которому там сирийский газ мог поставляться в Европу, точнее, прошу прощения, иранский газ мог поставляться в Европу через Сирию. Там, правда, это звучит само по себе интересно, опять же, если посмотреть на карту. Ну, потому как у Ирана есть общая граница с Турцией. И я страшное скажу, из Ирана в Турцию идут газовые поставки по трубе, которая построена между этими странами. И прям труба работает. Идут поставки в Турцию. Но тут, значит, через Сирию, потом строим СПГ-заводик, и, чтобы не зависеть от Турции, СПГ-заводик на территории Сирии начинает работать, сжижать иранский газ, и газ идет в Европейский Союз. Погодите, Иран под санкциями. Иран прям очень сильно под санкциями, и никакой газ из Ирана Европейский Союз покупать не может. Ой, еще раз говорим мы. Вот, в общем, знаете, Катар как-то вот был не в курсе вот всех этих историй чудесных, которые рассказывают. А тогда, не знаю, если... Я не очень понимаю, что происходит в Сирии сейчас, честно. Я, извините, не военный эксперт, не политолог, который готов рассказывать про любой регион с точки зрения того, как там власти... Как там, какие ветви власти, как друг с другом враждуют, какие там группировки и так далее, я не очень понимаю, что происходит в Сирии. На мой взгляд, происходит какое-то завершение очень большой трагедии, за которой, скорее всего, последует вторая, а может третья, а может и четвертая серия этой самой трагедии, потому как трагедии, к сожалению, имеют больше шансов получить сиквелы, как говорят наши иностранные партнеры, или продолжение, как это говорится по-русски, вот, чем, знаете, произведение о чем-то хорошем, светлом и добром. Поэтому, дорогие друзья, на сегодня все. Ставим такое многоточие. Возможно, мы к этой теме еще вернемся. До свидания. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на Геоэнергетика Инфо в Телеграм. Подписываемся на канал в Телеграм Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях происходящего с Ютубом. Спасибо, до новых встреч. Да, и, дорогие друзья, подпишитесь, пожалуйста, на нефтегазовую игру. Это мой персональный телеграм-канал, на телеграм-канал Инфотек. Ну и заходите на сайт Инфотек, это отраслевое издание, где публикуются чудесные эксперты, включая Бориса Леонидовича Марцинкевича. Кажется, вы о нем что-то слышали. На сегодня все. Всего хорошего. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube.